Итак, собственно, кремовый легбар. Развожу эту породу уже 3 года. Инкубационное яйцо брал в Твери, затем обновлял кровь. Здесь одного петушка оставил с питерской местной крови. Птица очень красивая, яйценоская. Ну, более подробно о продуктивности. Значит, в 4 месяца резал петушков лишних. Тушка весила где-то кило 350, кило 400. Мясо очень вкусное, жирное. Сейчас вот вес петушков около 2 килограмм. Курочки где-то кило 750. Ну, порода яичная, большего от них ожидать и не приходится. Яйценоскость. Яйценоскость достаточно приличная. Самые такие тяжелые для птицы переходные периоды. 2-3 яичка в день на 5 курочек. Сейчас у меня вот 5 штучек осталось. Старушек я продал. Вот. А так вот в среднем 4. Сегодня, по-моему, будет 5 яичек, потому что 2 уже снеслись. 3 сейчас на гнезде. Вот, по величине яйца. Значит, ну, начинает снестись курочка где-то в 5 месяцев, плюс-минус пару дней. Очень ровно начинает нестись. Яйцо изначально, сначала яйцекладки не очень крупные, потом потихонечку увеличивается в размерах. Вот сейчас 12 месяц курам. Был какой-то определенный у них переход. В каком плане? Примерно неделю они очень резко снизили яйценоскость. Неделю, нет, 3-4 точно. Там в гнездах было то одно яйцо, то 2. В один день вообще яиц не было. А потом у них сразу было 3 яйца, но побольше величины. Если до этого величина яйца была от 48 до 52 грамм, 55 грамм под конец вот этого периода, то сейчас сразу начали нести яички от 55 до 57, даже вот взвешивают 58 грамм. То есть, в принципе, яйцо достаточно крупное. Вот старушки, которых я продал, они, в принципе, такое же яйцо и несли. Я, единственное, не заморачивался взвешиванием, отслеживанием. Вот. А вот сейчас этим моментом заинтересовался, проконтролировал. То есть, в принципе, достаточно приемлемо по массе яичко. Цвет ярко-голубой, красивый. Из плюсов: очень спокойная птица. При этом не дает себя в обиду. Можно держать в смешанном стадии, как у меня. Соседствую с достаточно бойкими ломан-вайтами. Вот, с минорочками. Петухи. Единственная порода, которая позволяет держать в одном стаде сразу несколько голов. Петухи спокойные очень. Иногда бывает там дубятся друг на друга, но без каких-либо эксцессов. Вот. Взрослая птица достаточно морозоустойчива. То есть морозы переносит легко. Еще раз повторюсь, взрослая птица. Вот он, мой красавец, поет. Это вот, кстати, питерец. Он немножко поменьше, чем вот тверская кровь, потемнее и чуть-чуть пониже на ногах. Те более высокие, крупные такие петухи. Ну так, в принципе, особых отличий не наблюдаю. Вот. Еще из плюсов, соответственно, порода аутосексная. Сразу, как только вылупляется, можно принять пол девчонки и мальчишки. Соответственно, тот, кто предпочитает раздельное выращивание петушков и курочек, это очень удобно. Если много петушков, можно сразу отделять, на мясо их там выращивать всякое разное. Я пока таким родом не занимаюсь, но тем не менее в перспективе это возможно. Оплот достаточно высокий. Причем нюанс такой, что живущие вместе с ними кроссы, white, high sex, там, либо вот порода минорочка, у них они, соответственно, петухи в стадии только легбары, стопроцентный оплот. А вот у легбаров курочек бывает плавает немножко, там от 97 до 92%. Выход птенца. Ну вот, выход птенца порядка 75-78%. То есть, не знаю, причина все-таки, может, инкубатор как-то что-то, либо
скажем так, все-таки именно особенность яйца. Но и свежесобранное яйцо, буквально там 2-3-дневное, и двухнедельной давности дает один и тот же процент по выходу птенца. Кстати, большой плюс то, что в принципе при домашнем хранении яйца в нормальных условиях даже двухнедельные яйца дают большой выход птенца и большой выход оплода. Что же касается птенчиков, сейчас вот. Птенчики, вот у нас мои легбарчики, инкубация этого года. Соответственно, как я уже говорил, выход получился птенца 77%. Очень энергичные, веселые ребята. Берут весь корм, который я им предлагаю. Бодренькие. И видно уже вот начинают они линять. Точнее не то, что линять, а начинает перо у них пробиваться. Помимо того, что изначально латексная окраска была, сейчас уже видно, что вот петушки и курочки окрашиваются различные цветовые гаммы. В более позднем периоде в возрасте, даст Бог, все получится, сниму, покажу. Очень теплолюбивые. Чуть-чуть побольше температурку надо держать. Вот сейчас у меня здесь у них выставлена, сейчас температура чуть упала, температура 30 градусов. 30-32. У других пород, вот тут у меня сидят, соответственно, пушкинки и фотроворпики, температурка стоит уже 28-30. Вот лампочка не горит, потому что температурка уже больше, чем 28. Вот. И вот эта вот теплолюбивость птенцов сказывается до двухмесячного возраста. До двухмесячного возраста они предпочтительно должны содержаться в брудере при температуре не ниже где-то 24-25 градусов. Где-то за неделю до двухмесячного возраста плавненько снижаем температуру сначала до 23, потом до 20 градусов. И, в принципе, в двухнедельном возрасте можно переводить на пол, но при этом в помещении, в котором они находятся, все-таки температура должна быть не ниже 18 градусов. И температуру эту держать в этом помещении примерно до возраста 4 месяцев. Я на собственном опыте убедился, что они температуру более низкую воспринимают, скажем так, нежелательно до этого возраста. Они не очень часто выходят на улицу, стараются держаться в тепле. А начиная с 4-месячного возраста резкий качественный скачок, они дозревают, что ли, не знаю. И наоборот стремятся на улицу, вне зависимости от погодных условий, дождь, там, ветер, слякоть, холодно, все равно находятся на улице, и это, в принципе, уже никак на них не сказывается. Вот. И потом в 5-месячном возрасте курочки бодренько начинают нестись. То есть, подводя итоги из плюсов, это спокойный характер, очень красивая красота птицы, скажем так. Высокая яйценоскость, раннее созревание и после 4-месячного возраста достаточно, скажем так, морозоустойчивость. Из минусов только вот не то что минус, а нюанс разведения, то есть цыпляток дольше надо держать в брудере, а потом на полном содержании поддерживать температурку высокую, чтобы у нас получилась правильная птичка. Ну и, в принципе, как для всех птиц, начиная с 4-месячного возраста до 5 месяцев, содержать правильный световой режим, чтобы птица не начала раньше времени нести яйцо мелкое. Достаточно устойчивы к всякого рода простудным заболеваниям. У меня был пример в прошлом году, когда хайсексы простыли. Из 5 курочек у меня, по-моему, только одна легбраш еще сопливая, и то, слава богу, все это дело прошло. Вот. Хочу рассказать даже об одном нюансе. Птичка была увидена в 23 году прошлого века, а широкое распространение получила только в конце 90-х прошлого века. И к нам в Россию попала уже в 2000-х, то есть в начале этого века. Причина была какая? Промышленники яичные европейские, заказавшие эту породу у селекционеров, не стали ее внедрять для распространения широкого на птицефабриках по причине цвета яйца, как это ни странно. То есть в Великосветском Лондоне
пуритане и снобы не захотели есть голубое яйцо. Там, кстати, и коричневое-то яйцо пород кур, которые несли коричневое яйцо, не очень широко распространялось в начале века. Они предпочитали все-таки стандартное белое яйцо. И только в конце 90-х годов, когда пошла мода на цветное яйцо, эта птица, совершенно случайно сохранившаяся в небольшом количестве частных питомников, где ее разводили как декоративную, дала начало распространению данной породы по Европе и по миру в целом. То есть, вот такие предварительные итоги за 3 года, которые я для себя вывел по этой птице. Делюсь ими с вами. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. В конце ролика будет e-mail, куда можно посылать личные сообщения. Будет очень интересно пообщаться по этому поводу, у кого какие мнения. Планирую, если получится, свежую кровь прилезть. С девушкой одной из Подмосковья пообщался через Авито. Обещалась она привезти, соответственно, на обмен своего яйцо инкубационное. Если получится, будет очень здорово. Спасибо за внимание.